Привет, дорогие друзья! Газон мы к скарификации подготовили вчера. Да-да, друзья, вы не ослышались. Газон к скарификации на самом деле нужно готовить. Просто взять скарификатор и пройти по газону, не подготовив его, это неправильно. Можно очень много газона выдрать. То есть, просто поверьте мне на слово. Еще у меня просьба ко всем подписаться, потому что, единственное, сразу скажу, у меня канал не развлекательный. Если кто-то хочет развлечений, но это точно не ко мне. У меня четкая инструкция по газону, по саду, кстати, тоже есть несколько роликов достаточно полезных. И тот контент, который даю я, что, кстати, подтверждают многие мои подписчики, вы больше нигде не найдете. Я лично не находил ни одного канала про газон, где конкретно бы рассказывали действительно, как за ним ухаживать, как его сажать и что с ним делать. Поэтому давайте приступим к скарификации. Еще раз говорю, посмотрите, как готовить газон к скарификации. Это действительно важно. Да и вообще, в принципе, посмотрите мои ролики, у меня там все про газон есть. Я уже не знаю, что я там не выложил. По-моему, инструкция просто подробнейшая. Ну и так, друзья, еще маленькая такая ремарочка для тех, кто все это делает впервые. Посмотрите, вчерашнее видео, то есть до кошения газон был весьма-весьма приличный. После кошения он уже не такой приличный, а после скарификации будет впечатление, что газон просто убили. Но к этому нужно спокойно относиться, то есть это такая проблематика. Если правильно подготовить газон к скарификации, максимум, при нормальной погоде это, неделя максимум. То есть, забыл сказать, друзья, всегда это про скарификацию говорю. Это мое категорическое мнение, основанное на огромном, на самом деле, опыте. Не надо, не путайте, пожалуйста, скарификатор с культиватором. Это не культиватор. Вы должны чуть-чуть коснуться земли, именно чтобы вычесать войлок. И уже, кстати, не в первый раз повторю, никаким скарификатором никогда в жизни вы не сделаете никакую аэрацию. Это бред, который я не знаю. Но здесь я уже только выражаться начну. То есть скарификатор, он скарифицирует, он вычесывает, он не делает аэрацию. Для аэрации есть совершенно другие приспособления, и к аэрации он не имеет никакого отношения. В каждом ролике это говорю и не буду переставать говорить. Если вас кто-то убеждает, что он скарификатором сделает аэрацию, дальше очень неплохие слова, и я бы с этими людьми вообще не связывался бы. Да, кстати, пока не забыл, тоже такой моментик. Значит, когда, в принципе, нужно опустить скарификатор поглубже, чтобы вот эти вот борозды оставались в земле. Если подсеивать собираетесь, то да, это рабочий момент, да, это можно так делать, ничего, это правильно. Вот еще, друзья, пару моментов, на что нужно обратить внимание. Когда пройдете, оставьте, я не знаю, там, на часик, посмотрите, на 2, чтобы подсохло, проще будет намного собирать. Такой момент тоже обратите внимание, сейчас вам покажу. Здесь, в принципе, просто все и понятно. То есть ножи расположены не вот так, а вот так. То есть обращайте на это внимание. То есть, когда идете, не старайтесь, а нужно, чтобы вот это колесо заходило на проскарифицированную часть. Не видно. Я сейчас просто так руками покажу, где ножи. Ножи вот. Вот ножи четко, вот они. Они не тут, они вот тут. Так, друзья, скарификацию мы сделали. Сейчас я, кстати, скажу очень важную информацию, которую вы, опять же, нигде не получите. Никто этого не говорит, как это делать правильно. То есть скарификацию тоже, на самом деле, нужно делать правильно. Значит, смотрите, вот эту вот зону, вот отсюда до старого дома, мне пришлось проходить 2 раза. Да, еще, друзья, слушайте, я давно об этом хотел сказать. Мне многие делают замечания, что у меня очень длинные и нудные ролики.
Друзья, я пытался сделать их короче, пытался их урезать, срезать и так далее. У меня не получается, я не буду этого делать. То есть я вам даю информацию, которая реально необходима. Вот сейчас то, что я вам скажу про скарификацию, если вы мне хоть где-то найдете, что кто-то дает информацию, вы меня сильно удивите. Поэтому я буду снимать в своей манере, как мне удобно, а цель у меня одна, чтобы у вас был хороший газон. Так, давайте вернемся к скарификации. Подписывайтесь, кстати. Даже кто не может меня смотреть, подпишитесь, ничего сложного, подпишитесь, лайк поставьте, по-моему, элементарное действие. Значит, вот отсюда до сюда мне пришлось сделать двойную скарификацию. На самом деле, по собственной глупости. Значит, когда мы делаем двойную скарификацию, да, как ее делать правильно? Мы один раз проходим прямо, а второй раз не под углом 90 градусов, много выровнять, а под углом 45. Почему? Значит, когда я ее делаю? Если у вас слой войлока больше 2 сантиметров, 3, да, то вам необходимо делать двойную скарификацию, а то и тройную. Почему? То есть, если там, реально 5 сантиметров, у вас скарификатор просто на эту высоту настолько низко не опустится. Я в начале ролика сказал, но немножечко не договорил, сейчас я объясню и научу. Мы касаемся земли. Вот здесь я сделал глупость. Я пошел, посмотрел, вроде бороздки есть, потом вытащил, посмотрел, иду не по земле, а по войлоку. Еще раз говорю, как определить, где войлок, где земля, я покажу, где-нибудь в конце ролика. Это элементарно просто. Значит, почему мы делаем двойную, тройную скарификацию на войлоке, которого 2, 3 и выше. Там, я честно скажу, я один раз встречал газон, на котором там было около 10 сантиметров. У вас скарификатор, он тоже не бесконечно может опуститься. То есть, насколько он там может? На 2 сантиметра максимум. А если у вас 10, то вам нужно опускать, чесать, опускать, чесать, опускать, чесать. То есть, если у вас 1-2 сантиметра, не надо делать двойной скарификации. Много выдерните, смысла в этом нет никакого. Значит, еще важный момент, как собирать. Можно собирать газонокосилкой, можно собирать, как я сейчас покажу, воздуходувкой. Газонокосилкой собирать я не рекомендую. Только вот единственное, подождите, пока подсохнет. Почему я не рекомендую собирать газонокосилкой? Во-первых, вы травосборник выкидывать будете каждые, я не знаю, 20-30 секунд. Это несерьезно. Это очень долго. То есть у вас время на сбор вот этого мусора уйдет раз в 10 больше. Воздуходувкой быстренько прошли, быстренько все собрали, никаких проблем нет. Быстро, удобно, реально быстро. Я вам сейчас покажу, как это делать. Я, правда, уже в своих роликах показывал. Еще раз, кстати, прошу всех подписаться. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Я на все вопросы отвечу. И посмотрите мои ролики. Там очень много интересного. Сейчас, конечно, у нас от газона останутся рожки и ножки. Сейчас будет караул. Вот сейчас то, что было, то, что стало после того, как я вчера покосил, кстати, тоже посмотрите этот ролик, как подготовить газон к скарификации, и то, что будет сейчас. Сейчас будет ужас. Ну и что, давайте убирать. Друзья мои, сейчас еще раз повторюсь, покажу вам самый простой и правильный способ собрать весь этот мусор быстро и особо не напрягаясь. Единственное, когда будете собирать, старайтесь собирать в полосочку, потом будет проще все это собрать. Ребята, вот так вот в кучку собрали, потом грабельками в мешочке и убрали. Так, еще 2 момента важных, действительно важных. Первый не важный, а второй важный.
Значит, информация для перфекционистов. Ребят, если у вас там травинка улетела куда-то, не надо ее подбирать, бегать за ней. После того, как вы ее вычесали оттуда, она туда-обратно, ну, никак не попадет. При первом кошении вы все это соберете. Ну, конечно, когда вот у вас, извините, вот такое вот, да, ну, это понятно, надо убрать. И второй момент, что я хотел... что важно, что действительно очень важно. Я еще раз говорю, я в конце ролика покажу, как определять войлок. Ребята, не всегда нужно делать скарификацию. У нас все говорят, что ее нужно делать ежегодно. Не во всех случаях ее нужно делать ежегодно, особенно если у вас молодой газон. Там войлока может вообще не быть. Я вот сейчас пошел, у меня там за домом газон 2 года. Чесал, там ничего не вычесал. Ну, вычесал, я не знаю, слушайте, раз 100, наверное, меньше. В тачку все поместится. Поэтому научу, как определять войлок. И если его там действительно мало, ну, это редко бывает, но так бывает, особенно на молодых газонах. Кстати, имейте это в виду, там год-два, там может вообще ничего не быть, там неоткуда войлоку взяться. Ну, газон, конечно, ой-ой-ой. Ну, ребят, как обещал, сейчас я вам покажу, как определять вот этот вот войлок. На самом деле ничего сложного нет. Как вы достанете у себя из земли грунт, не имеет по большому счету большого значения. Да, лопатой, там, чем угодно. Вот смотрите. Вот обратите внимание, сейчас вот здесь получится, ну, как вата. Берете вот так вот за краешек газона, так, чтобы видно-то было. И вот видите, вот она, эта ватка. Вот она. Это и есть войлок. Вот что нужно вычесывать. Ну вот буквально тут. У меня тут 2-3 миллиметра. Не больше. Ну, может, 4. Почему я вычесываю, в принципе? Все равно у вас... Ну, я вот, например, время от времени мульчирование делаю. То есть, в принципе, можно убрать. Значит, ну вот он, войлок этот вылез. Вот он. В принципе, ну, я тоже об этом уже много раз говорил. Войлок 5 миллиметров можете не вычесывать. Ничего он мешать не будет. Самое главное, чтобы он не перешел границу 7 миллиметров. Тогда газону будет тяжело расти. И еще раз повторю. Войлок для газона полезен. Он для газона нужен. Он выполняет достаточно много функций необходимых. Поэтому прям совсем его убирать не нужно. Он должен на газоне быть. Ну что, ребят, для самых стойких, давайте по газончику пройдемся. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Чего не надо пугаться. Не бойтесь вот этого. Это все совершенно спокойно восстановится. Идемте, еще одно место вам покажу. Достаточно важный момент такой. Очень многие пугаются этого. Вот еще кусочек. Все нормально. Ничего с этим газоном не будет. Так, значит, что я хотел сказать, это особенно касается у кого очень плотный газон, прям очень-очень плотный, а особенно у кого овсяница. Может вырывать на очень плотном газоне куски. Это нормально. То есть это как бы, ну, нормально это, короче говоря. У меня вырывает, вот, например. Все это тоже затянется, прекрасно, никаких проблем не будет. Кстати, обратите внимание, в некоторых местах его вырывает, и он прям сверху болтается. Сейчас вам покажу, как это ремонтируется. Все, отремонтировали. Через неделю вы это место не найдете. Так же, как и вот это вот.
Ну все, дорогие друзья, вроде все я вам рассказал, показал. Подписывайтесь. Дальше тоже будут, кстати, очень интересные ролики. И я хочу снять 2 темы такие поднять. Меня уже достаточно много об этом просят. Поднять темы про хвойные. Тема на самом деле достаточно интересная. Первый ролик у меня будет... Не первый, как бы. 2 ролика точно сниму. Епин Циркон HB101. Потому что многие слышали, что это такое. Пользуются, а как этим пользоваться, не знают. То есть и очень многие совершают действительно ошибки. А второй ролик тоже будет не менее интересный. Но я прям сразу завесу тайны открою. Друзья, я весь сад удобряю одним удобрением. Все, вообще все. Все елки, все кусты, все гортензии, все цветы я удобряю всегда одним удобрением. Но это у нас будет следующий ролик. Вот, кстати, еще местечко сейчас покажу. Не пугайтесь, это нормально. Неделя. Значит, что бы я рекомендовал все-таки сделать после скарификации? Очень рекомендую. Ну, не то, что рекомендую. Скорость у вас повысится. Просто восстановление. Ну, в разы. Азот внесите под дождик. Там, у кого полив есть. Внесите, пролейте. Будет намного и быстрее, и лучше. Это уже на практике проверено. Азот, конечно, делает с газоном просто фантастические вещи. Ну, еще раз говорю, скорость восстановления, цвет. В общем, я внесу азот. Ну все, дорогие друзья, всем удачи, всем пока. Еще раз призываю, подпишитесь, лайк поставьте, ничего сложного нет. Все, пока.